Всем привет! Вы на канале Dasha Models, и сегодня у меня в руках довольно интересный набор. Это советская гвардейская стрелковая рота конца Великой Отечественной войны. И этот набор крайне интересен, так как он в 72-м масштабе, и это довольно редко. Давайте собирать. Итак, передо мной наборчик с советской гвардейской стрелковой ротой периода времен Второй мировой войны, и причем это явно периода битвы за Берлин, так как в руках одного из солдат имеется знамя. И интересно, что каждый солдат имеет свое вооружение, отличное друг от друга. И набор в 72-м масштабе из серии «История на ладони». На обратной стороне мы можем посмотреть, какие еще есть наборы в этой серии. Тут есть также и советские, и немецкие, и американские пехотинцы, и не только. И, например, в противовес на какой-нибудь, может быть, диорамке можно поставить, наверное, вот этих бойцов фольксштурма. А спонсором этого выпуска является магазин «Модельная лавка». Там можно найти все необходимое для моделизма и работы над моделями, краски, инструменты, расходники и, конечно же, сами модели. А применяя этот промокод для своей первой покупки, вы не только сэкономите 500 рублей, но и помогаете развивать мой канал. Ссылочки на магазин и промокод есть в описании к видео. И в наборе всего лишь литник с 21 деталью и инструкция. Сборка должна быть без клея. Инструкция на 2 языках. Давайте возьмем на русском, так как он все-таки мне ближе. И приступим к сборке первого бойца. Как раз в руках у него знамя. Открываем пакет с деталями. Для сборки первого солдата нам потребуются детальки под номерами А15, А16, А14 и А21. И, соответственно, мы берем рамочку нашу и ищем детали с этими номерами. Вот 14 деталь. Это рамочка А, она одна, просто ее разделили на 2. Так что, может быть, буковку А и не стоит вообще обращать на нее внимание, а просто ориентироваться по цифрам. Так, нам нужна 14 деталь. Ой. И аккуратно при помощи бокорезов мы отделяем туловище. Тут надо быть довольно аккуратным, чтобы не отрезать локоть ему, и при этом оставить минимальный пенек от рамочки. Так вот, мы его отделили, первую деталь. И чтобы к ней присоединить плащ и руку с ногой, нам сначала необходимо обработать эту деталь и убрать все ненужные неровности. И для этого мне нужно воспользоваться надфилем и аккуратно убрать остаток пенька от рамочки. Также можете посмотреть эту фигурку повнимательней с разных ракурсов. Если вам кажется, что есть какая-то ненужная линия, ее тоже желательно убрать. С надфилем тоже надо быть аккуратным и стараться не повредить деталь. Вот у меня есть прямой надфиль, а есть вот такой немножко закругленный. И как раз вот таким эллипсовидным надфилем удобнее обрабатывать вот такие неровные поверхности и не повредить деталь. Теперь, следуя схеме, все детальки соединяем воедино. Я начну, наверное, с ноги. Вот этим маленьким штырьком целимся в отверстие и соединяем. Получилось все довольно реалистично. Так, теперь давайте половину плаща, плащ палатки. Также штырек соединяем с отверстием. И, кстати, очень интересно, смотрите, одна кисть руки находится на флаге. То есть здесь ее нет, и надо будет сейчас аккуратно сопоставить. Вот. И вот такой боец с флагом у нас получился. И остальные бойцы собираются по тому же принципу. Все, бойцы готовы. Ну, это я собрала за кадром. Тут просто надо было одеть ему плащик. И теперь я достаю подставочку. Но это не обязательно. Давайте сначала большую. И на нее я устанавливаю, получается, всех бойцов.
Так, сориентируем ее как на схеме. Устанавливаю бойца с пистолетом-пулеметом сюда. В отверстие вставляю штырьки на обуви. Теперь с штыковым оружием сюда. Штурмующего сюда. И вот такая у меня получилась композиция, где бойцы берут рейхстаг. И у меня есть танк ИС. И, в принципе, они одного масштаба. И мы можем просто сопоставить. И тоже, может быть, собрать даже какую-то небольшую диаграмму. Ну, а больше контента обо мне, вне моделизма или неудачные дубли моей Ну а больше контента обо мне вне моделизма и неудачные мои эмоциональные дубли вы можете найти на моей страничке на Бусти. А также вы можете поддержать там мою работу. Ссылочка на Бусти есть в описании к видео. А также большое спасибо моим спонсорам, которые поддерживают меня через функцию спонсорства и на YouTube, и через ВК-донат, и в моей группе ВК. Ссылочка на группу также есть в описании. А в группе я публикую мои текущие стройки и также работы моих зрителей. После сборки фигурок я их помыла в мыльной воде и загрунтовала серым грунтом из баллончика. А теперь я намешаю базовые цвета униформы. Эти солдаты в 72-м масштабе, они выполнены из пластика, что не лучшим образом сказывается на их детализации, особенно мелких элементов, такие как черты лица. И, например, суперреалистично окрасить лица у меня не получится. Так что я тут ограничусь просто прорисовкой общих теней. А для работы я буду использовать темперные краски. Но потом я передумала и решила использовать водный акрилат ACM. А темперы я расписывала солдат из недавнего ролика про Т-34 в 35-м масштабе. Окрашу штаны, гимнастерки и плащи бойцов. К 25 апреля 1945 года Вторая мировая война достигла финальной точки. Часть немецких войск сумела отойти в Берлин и занять оборонительные позиции, ожидая помощи армии Венка, а советские войска замкнули кольцо вокруг немецкого логова и готовятся к штурму. А что собой они представляли и какой была тактика боя в городе? К весне 1945 года армия Советского Союза достигла пика мощи. Ее сила была сосредоточена в 9 фронтах. 2 маршалов Жукова и Конева штурмовали Берлин. Грозные танки сосредоточены в гвардейских танковых армиях. 2 Жуков послал прямо в Берлин. Конев направил в город еще одну. Бесчисленная советская артиллерия фронтов сосредоточена в артиллерийских бригадах и артиллерийских полках прорыва. И в ходе штурма Берлина она будет безжалостно стирать с лица земли городские кварталы, подавляя любое сопротивление. Основная тяжесть боев в Берлине ляжет на советскую пехоту. Выжившие бойцы к 1945 году стали настоящими терминаторами этой войны. Самая умелая пехота СССР сосредоточена в гвардейских и ударных армиях. Здесь двойная зарплата, лучшее оружие и главная роль на поле боя. 3 такие элитные армии будут штурмовать Берлин, а еще 3 пехотные армии будут обычными, общевойсковыми. В первый день штурма Берлина танковые армии СССР пытались атаковать танковыми кулаками, но на городских улицах танки стали легкими мишенями и горели десятками. Тогда командиры вернулись к тактике пехотных штурмовых групп по 10 человек, за которыми шли все остальные. Танки ИСАУ стали передвижной артиллерией, и в обязательном порядке они прикрывались 3 автоматчиками на броне. Они подавляли гранатометчиков в щелях. Бронемашины следовали позади штурмовых групп. Пехота проводила разведку боем. При обнаружении узла немецкой обороны вызывался огонь артиллерии. Далее штурмовые группы саперов, гранатометчиков и стрелков проникали в здание, чтобы добить уцелевших. По сути, битва за Берлин превратилась в битву за подвалы, окна и здания, и нередко немцы оказывались позади, открывая огонь из зачищенных развалин, и каждую ночь советским частям приходилось заново выставлять дозоры, и бывало, что и заново зачищать район. В любую комнату или подвал сначала должна лететь граната, и лишь потом заходить солдат, инструктировал командиров генерал Чуйков. И даже в такой ситуации советские бойцы старались эвакуировать и не убивать гражданское население, не допустив тотальной гибели простых немцев. Такими мы увидели советскую армию при штурме Берлина. Но как же не окрасить такую самую яркую деталь композиции, как красное знамя? А тут я уже применяю темперные краски. Методом сухая кисть я нанесу более светлые оттенки на выступающие части униформы. И потом чистой влажной кисточкой я растушую чересчур яркий оттенок высветления.
И также на всякий случай я окрашу подставку, хотя в диораме я ее использовать не буду. И зеленой краской я изображу вытоптанную траву. У меня есть диорама с одиноким Т-34, который я делала год назад, и думаю, что эти гвардейцы отлично дополнят сюжет со стреляющим танком, тем более, что они в одном масштабе. И вот такая диорама у меня получилась. И благодаря советскому штурмовому отряду оно выглядит намного интереснее и живее, чем в прошлом году. И это видео я хочу приурочить к 9 мая, к празднику Великой Победы в Великой Отечественной войне, с чем и вас я хочу поздравить. И надеюсь, это видео вас вдохновило на ваши собственные стройки. До новых встреч. Пока-пока.